Марк Рютте в Киеве. После массированной атаки и нарушенного обещания, данного Путиным Дональду Трампу. Индия празднует снижение тарифов. Но за отказ российской нефти пока что молчат. Польша собралась расследовать связи Эпштейна и российских спецслужб, а Клинтоны согласились свидетельствовать в Конгрессе. Французская полиция обыскала парижский офис Илона Маска, а самого миллиардера вызывают на допрос. В Соединенных Штатах уже началась предвыборная гонка. Демократы набирают обороты, республиканцы теряют электорат. Получится ли Трампу сохранить власть? В Англии с молотка распродают реквизит доктора Кто. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Цель поездки – переговоры с украинским руководством о дальнейшей военной поддержке и усилении противовоздушной обороны. Мы поддерживаем вас как на словах, так и на деле, и показываем, что предоставляем вам ту поддержку в сфере безопасности, которая необходима. Наше командование в Висбадене, в Германии, координирует поставки ключевого военного оборудования для Украины. Это соответствует потребностям не только на поле боя, но также и будущим оборонным потребностям Украины. Мы обеспечиваем сдерживание на перспективу, и через наши инициативы Украина получает оборудование и технику, которые зачастую могут быть предоставлены только США при поддержке наших партнеров. Это оборудование поступает к вам на постоянной основе, чтобы вы могли защищать свои города и свое население. Мы все хотим, чтобы это был долговременный и справедливый мир, и чтобы у вас было все необходимое для того, чтобы защитить себя и обеспечить этот мир в будущем. И это обязательство имеет большое значение, потому что для того, чтобы достичь мира, мы должны знать, что все обязательства будут выполнены. Украина нуждается в мощных вооруженных силах, и мы работаем с вами над тем, чтобы они получили все необходимое для этого. Она также нуждается в гарантиях безопасности и обязательствах, чтобы мы могли прийти на помощь Украине, когда это будет необходимо. В центре обсуждения потребность Украины в ракетах для систем ПВО и скорости их поставок. Также Рютте подтвердил политическую поддержку со стороны Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обещание, данное Дональду Трампу. Американцы думали, что это будет работать в течение недели. Но если посмотреть на одну интересную вещь. Сегодня по нам был нанесен удар. Это было 71 ракета и 450 дронов, только шахедов 450. Если посмотреть на тот ударный комплект, который Россия хотела применить в момент, когда как раз закончилась встреча в Абу-Даби, то в принципе его было значительно меньше. Что они сделали? Они отложили удар, нарастили количество ракет и дронов и нанесли удар в самые холодные дни. Несмотря на очередную массированную атаку во время переговорного процесса, Марк Рютте убежден, дипломатия имеет место. Я воспринимаю это очень серьезно. Я думаю, что президент Украины полностью готов сыграть свою роль и пойти на соглашение с россиянами, которое, разумеется, должно быть приемлемым для обеих сторон и, безусловно, для Украины, без всяких сомнений. Но, конечно, это поднимает вопрос о том, насколько серьезно к этому относятся россияне. Я надеюсь, что они настроены серьезно, и президент Соединенных Штатов вместе со своей командой делает все возможное, чтобы принести мир. Я высоко оцениваю их усилия, были предприняты значительные шаги. Однако эта ночь стала очень плохим сигналом. Обещание не сработало. В ночь на 3 февраля Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине с начала года. По территории страны было выпущено 71 ракету разных типов и около 450 беспилотников. Удары пришлись по 27 локациям. Основные направления атаки – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области. Под обстрелом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде регионов произошли массовые отключения электроэнергии и тепла. Особенно сложная ситуация сложилась в Одесской и Винницкой областях. Этот удар стал самым мощным по энергетической системе Украины с начала года и показал разрыв между публичными заявлениями и реальными действиями на фоне продолжающейся войны. Financial Times сообщает, что обсуждаемый проект гарантий безопасности для Украины предусматривает возможность военного реагирования и обсуждался на встречах представителей Украины, США и европейских стран в декабре-январе. Документ также планируется вынести на трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби. По данным издания, механизм действий Запада в случае нарушения перемирия России предполагает поэтапную реакцию. В первые 24 часа дипломатическое предупреждение и действия ВСУ для сдерживания эскалации. Если боевые действия продолжатся, подключаются силы коалиции желающих западных стран
готовых направить войска при условии перемирия. В случае масштабной атаки через 72 часа возможен согласованный ответ с участием вооруженных сил США. При этом конкретный характер военного ответа не раскрывается, а Россия выступает против размещения западных войск в Украине. В Индии активно обсуждают новое торговое соглашение с Соединенными Штатами, которое во вторник стало главной темой национальных газет и финансовых рынков. Согласно договоренностям, США сократили пошлины на индийские товары с 50 до 18%. В обмен Индия согласилась снизить торговые барьеры для американского экспорта. Местные жители называют сделку выигрышной для обеих сторон, подчеркивая, что снижение тарифов может оживить экономику и создать новые рабочие места. Эксперты отмечают, что сделка снижает геополитическую неопределенность и может вернуть интерес иностранных инвесторов к индийским активам. В парламенте правящая коалиция поздравила премьер-министра Нарендру Моди, назвав соглашение важным шагом для экономики страны и ее международных позиций. Одной из договоренностей был отказ Индии от российской нефти, накануне заявил Дональд Трамп. Но Индия пока что не комментировала. Да и в Кремле уверяют, ничего не слышали. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа. Мы их тщательно фиксируем, анализируем. И мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией. Для нас это самое важное, и мы намерены дальше всемирно развивать наши двусторонние отношения с Дели. Действительно ли Индия отказалась от закупок российской нефти? До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышим. Иран заявил о готовности к переговорам с Соединенными Штатами. Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран открыт к дипломатии, но только на основе взаимного уважения. По его словам, язык угроз и давления не приведет к результату. Переговоры по ядерной программе могут возобновиться уже на этой неделе в Турции. После провала этого недавнего заговора, теперь уже они снова говорят о дипломатии, тогда как мы всегда были готовы к дипломатии при условии равноправия, при условии взаимного уважения и обеспечения интересов иранского народа. Мы должны говорить с уважением. Тот, кто говорит с уважением, получит уважительный ответ, а тот, кто говорит языком угроз и силы, получит ответ тем же языком. Мы готовы к дипломатии, но они должны знать, что дипломатия с угрозами, запугиванием и давлением несовместима. У дипломатии есть своя собственная философия. Также в Дохе заявили о постоянных контактах с Тегераном и ключевыми странами региона с целью предотвратить эскалацию. Катар подчеркивает, что действует в тесной координации с партнерами. Я могу заверить вас, что мы работаем в тесной координации со всеми нашими соседями и дружественными странами, с которыми мы сейчас взаимодействуем. Как вы уже упомянули, важную роль играют Турция, Египет, Оман и Саудовская Аравия. Думаю, что все мы в регионе коллективно, не перечисляя всех поименно, сейчас устанавливаем необходимые контакты и связи, чтобы сыграть позитивную роль. И я считаю, что это совместные усилия всех. Катар не действует в одиночку. Мы все вместе работаем в тесной связке, чтобы добиться деэскалации, защитить наш регион и убедиться, что в нем не произойдет новой эскалации. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу. При этом Трамп заявил, что Вашингтон сейчас ведет контакты с кубинским руководством, и стороны, по его словам, довольно близки к договоренностям. Ранее кубинские власти отрицали переговоры с США. Сейчас это несостоявшееся государство, и они не получают денег ни от Венесуэлы, ни откуда-либо еще. Это несостоявшееся государство. Мексика прекратит поставки им нефти. Поэтому я хотел бы позаботиться о людях, которые находятся здесь и приехали с Кубы. Вы знаете, у нас много людей, которые прибыли с Кубы. Их либо изгнали с Кубы, либо они бежали оттуда. Они переплывали на плотах. Они проходили через воды, кишащие акулами. Я не знаю, как им это удалось. Это было много лет назад. Многие хотели бы вернуться, многие хотели бы хотя бы навестить своих родственников. И я думаю, мы довольно близки к этому. Но сейчас мы ведем переговоры с кубинским руководством. Китай призвал США откликнуться на предложение России по договору СНВ-3, срок действия которого истекает уже на этой неделе. В Пекине рассчитывают, цитата, на ответственную позицию Вашингтона.
Китай принял к сведению конструктивные предложения, ранее выдвинутые Россией в отношении последующих договоренностей по договору СНВ-3, и надеется, что Соединенные Штаты отреагируют позитивно и действительно будут способствовать обеспечению глобальной стратегической стабильности. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году и ограничивает количество ядерных боеголовок у России и США. Россия прекратила его выполнять 28 февраля 2023 года. Но теперь Владимир Путин предложил хотя бы неформально сохранить эти ограничения, формально действующие только в отношении США, еще на год. Официального ответа от американской стороны пока не последовало. По-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом Путиным. Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу. Действительно, время уже сокращается, как шагреневая кожа. И буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор. Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — это две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо. Это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности. За оставшиеся дни наше предложение остается на повестке дня. Наши китайские друзья против этого. Их ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США. Но в то же время для нас важно, чтобы, обсуждая будущую систему стабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Вот без этого точно дальнейшее обсуждение будет невозможно. Во Франции Марин Ле Пен снова оказалась в суде. На апелляционном процессе адвокат Европейского парламента заявил, что именно она была в центре схемы по незаконному использованию средств Евросоюза. По версии обвинения, на протяжении многих лет деньги, выделенные на работу в Европарламенте, шли на оплату сотрудников ее партии. Речь идет о миллионах евро. Ле Пен вину отрицает. Итоговое решение ожидается до лета и может определить, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 года. Я не увидел никаких изменений в линии защиты. Я думал, что мы увидим изменения, поскольку госпожа Ле Пен говорила, что если будет установлено наличие правонарушения, она готова это признать. Она не признала вообще ничего и прежде всего не признала, что в те годы была создана система, что она принимала в этом участие и что находилась в самом центре реализации этой системы по отвлечению государственных средств. Ничего не изменилось. Французская полиция провела обыск в парижском офисе соцсети X, принадлежащей Илону Маску. Как сообщили в прокуратуре Парижа, действия прошли в рамках расследования, которое ведет подразделение по киберпреступлениям при участии жандармерии и Европола. Следствие началось еще в январе прошлого года. Изначально оно касалось возможных манипуляций алгоритмами платформы и незаконного сбора данных. Теперь расследование расширили. Поводом стали жалобы на работу встроенного в X чат-бота Grok. Илон Маск и бывший генеральный директор X Линда Якарина вызваны на допрос 20 апреля. Ряд сотрудников компании пройдут по делу как свидетели. Представители X пока не прокомментировали происходящее. Ранее Маск отрицал обвинения и называл расследование политически мотивированным. Также прокуратура Парижа объявила, что прекращает публиковать информацию в соцсети X и будет вести официальную коммуникацию через LinkedIn и Instagram. Польша заявила о возможном расследовании связей Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами. Премьер-министр Дональд Туск допустил, что скандал мог быть частью масштабной операции по компрометации западных элит. В Варшаве не исключают как внутреннего, так и международного расследования. Все больше комментаторов и экспертов предполагают, что с высокой вероятностью это была заранее спланированная операция российского КГБ, так называемая медовая ловушка, сладкая приманка, капкан, расставленный для элит западного мира, прежде всего Соединенных Штатов. Совместно с министром юстиции, генеральным прокурором и министром, координатором специальных служб, мы приняли решение создать аналитическую группу и, возможно, начать расследование, если анализы подтвердят наши опасения, связанные с педофильским скандалом в Соединенных Штатах.
Возможно, мы также будем поощрять других партнеров к проведению международного расследования по этому вопросу. Я хочу еще раз подчеркнуть, в таких делах, с какими мы сегодня сталкиваемся, есть нечто, что выходит за пределы понимания, и, возможно, именно поэтому так много людей это отрицают. Но прошу всех в Польше, включите воображение. Что может означать будущее для всех нас, если мы игнорируем, не замечаем и делаем вид, что ничего не происходит, когда десятки, а то и сотни людей на вершинах власти из элит всего западного мира участвуют в преступной деятельности? Это нельзя просто оставить как есть. Мы в Польше точно не будем делать вид, что ничего не произошло. Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания в расследовании Палаты представителей по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил представитель их аппарата. Решение принято на фоне угрозы голосования о неуважении к Конгрессу. Республиканцы в Палате представителей ранее настаивали на личных показаниях и обвиняли Клинтонов в отказе сотрудничать. По словам их представителя, Клинтоны готовы прийти и ответить на вопросы, чтобы не установить прецедент для всех. Он также заявил, что они уже давали показания под присягой и считают расследование политически мотивированным. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал это хорошим развитием событий, но не уточнил, будет ли отменено голосование о неуважении. Билл Клинтон ранее признавал, что летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х годов, но утверждал, что не знал о его преступлениях и позже сожалел о контактах с ним. Победа демократов в Техасе стала тревожным сигналом для республиканской партии накануне промежуточных выборов 2026 года. В консервативном округе Тарант, недалеко от Далласа, демократ Тейлор Ремет уверенно выиграл специальные выборы в Сенат штата, обойдя республиканского кандидата более чем на 14 процентных пунктов. Ранее это место десятилетиями контролировали республиканцы. В республиканской партии поражение называют «звонком для пробуждения», но подчеркивают особые обстоятельства голосования. Низкую явку, январский снегопад и выборы вне привычного календаря. При этом партийные лидеры признают, результат заставляет пересмотреть стратегию перед ноябрем. Мое послание адресовано не только демократам, а всем. Нам предстоит еще очень много работы. Если вы, независимо от партии, распространяете честное послание и искренне хотите служить другим, это будет видно. Люди почувствуют, что это искренне, и я думаю, на этом можно выигрывать выборы. Каждый раз, когда республиканцы сталкиваются с масштабными провалами, они просто удваивают ставку на свои действительно глупые идеи. Возможно, им стоило бы начать думать о том, как сделать жизнь людей лучше, вместо того, чтобы выполнять поручения класса миллиардеров, который сейчас управляет этой властью. Думаю, это была бы хорошая стратегия, которая могла бы заставить людей посмотреть на них иначе. Но они этого не сделают, потому что они высокомерны и не стремятся улучшить жизнь людей. Ни одного дня Дональд Трамп или Грег Эббот не просыпались с мыслью о том, как сделать вашу жизнь лучше. Они думают только о том, как разбогатеть за ваш счет. Почти одновременно в Палату представителей Соединенных Штатов Америки был приведен к присяге демократ Кристиан Минефи, что сократило и без того минимальное большинство республиканцев в Конгрессе. Торжественно ли вы клянетесь поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних, хранить ей верность и преданность, принимать это обязательство добровольно, без каких-либо оговорок или намерений уклониться от него, и добросовестно и честно исполнять обязанности должности, на которую вы вступаете? Да поможет мне Бог. Поздравляем! На фоне этого усиливается и политическое давление вокруг иммиграционной политики. Эксперты отмечают, жесткие и массовые действия иммиграционных служб, которые выходят за рамки борьбы с опасными преступниками, все чаще вызывают раздражение у избирателей. По мнению аналитиков, если республиканцы не смягчат подход и не пойдут на компромисс, эта тема может сыграть против них на выборах. Впрочем, в американской политике многое меняется быстро. И то, что сегодня в центре внимания, может исчезнуть уже к осени. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что страна переживает духовный кризис, который подрывает здоровье нации. Он выступил в Вашингтоне на запуске новой программы по борьбе с зависимостью. По его словам, США тратят на медицину больше всех в мире, но при этом отстают по продолжительности жизни и уровню здоровья. Также он рассказал о собственном опыте борьбы с наркотической зависимостью. Эти, знаете ли, 12-шаговые программы спасли мне жизнь. Все, вся гравитация моей жизни, моя семья, мои дружеские отношения, моя работа, все вокруг них. Я хожу на собрания каждый день. У меня нет времени ходить на собрания. У меня 75 тысяч сотрудников. У меня большая работа, и на меня рассчитывает множество людей. У меня действительно нет времени. Но я все равно хожу. При любых обстоятельствах. Когда я впервые пришел в программу в сентябре 1983 года,
На своем первом собрании я спросил, как долго нужно продолжать ходить на эти встречи. Мне ответили, просто ходи, пока тебе не понравится. Я хожу уже 43 года. Мне до сих пор не нравится ходить на собрания. Всегда есть место, где мне хотелось бы быть больше. Я бы предпочел остаться в постели с женой. Я хожу на раннее утреннее собрание. Но я хожу каждый день, потому что, когда я хожу, вся остальная моя жизнь работает. Мы переживаем духовный недуг в этой стране. Именно поэтому мы платим так много за здравоохранение. Потому что людям не платят за то, чтобы делать пациентов здоровыми. Все в системе, страховые компании, больницы, врачи, фармацевтические компании зарабатывают деньги, сохраняя нас больными. И вы это знаете. Эти экономические стимулы просачиваются вниз и меняют человеческое поведение. И мы ничего не сможем изменить без этого. Самый простой способ изменить поведение – это выровнять финансовые стимулы. Как только вы это сделаете, все остальное последует естественным образом. Легендарный синий Тардис, Далек и культовые звуковые отвертки, реквизит из сериала «Доктор Кто», уходят с молотка. В Великобритании аукционный дом PropStore вместе с BBC выставил более 300 лотов, охватывающих почти 20 лет истории шоу. Среди главных редкостей — репетиционная звуковая отвертка Дэвида Теннанта и светящаяся версия, которой пользовался Шути Гатва. Поклонников также ждут костюмы разных докторов, оружие персонажей и даже потрескавшийся Тардис из эпохи Джоди Уитакер. Торги пройдут онлайн с 3 по 19 февраля. Стартовая цена каждого лота — 100 фунтов, а часть выручки направят на благотворительность.